Ну что, герой, старый добрый летсплейчик, пришло время завершить величественное путешествие в Kingdom Rush Vengeance и закрыть весь этот мстительный гештальт на стороне темного волшебника и величественного мага Везнана. Порой хочется, вот знаете, чего-то такого вот спокойненького, лайтовенького, душевненького, скажем так, между большими проектами, чтобы немножко отдохнуть, развеять мысли, я не знаю, разгрузить мозги и просто вот насладиться отыгрышем той или иной кампании. У меня осталась финальная битва в Снежных Вершинах с Королевой Зимы. Я отыграл первых 2 уровня, на самом деле эта мини-кампания не слишком сложная. Например, кампания с Мудрецом Поликсом, с анурианцами, которую я отыгрывал буквально вот недавно, до прохождения этой зимней мини-кампании, она на голову сильнее и сложнее, как по мне. Особенно финальная кампания. Но, тем не менее, вот именно Королева Зимы дарует прекраснейшего героя Айскальда. Я не побоюсь этого слова, одного из самых сильнейших героев всей франшизы. Я обожаю этого ледяного дракона. Это просто действительно восхитительный герой, и играть им максимально приятно. И я сейчас вот очень надеюсь, что у меня получится продемонстрировать это в реальном живом бою. Именно все его скиллы, все его навыки, всю его мощную харизму. Друзья, я не буду слишком долго его охарактеризовывать, рассказывать о его всевозможных скиллах и способках. Я проводил детальный обзор всех драконов Vengeance еще ранее. Захотите, можете посмотреть меня на канале, я оставлю, в принципе, ссылочки в этом видео. Поверьте, довольно интересненько получилось. Он там в соло ушатывал, ну, практически всех врагов, и действительно восхитительный геройчик. А в поддержку, в помощь этому воинственному ледяному дракону мы возьмем, друзья, алтарь пламени, вот этих вот шаманов, которые приносят жертвы богу вулкана и получают взамен великую мощь. Спросите, почему именно эту башенку? Заказ, друзья, заказ. Вроде в ТГ-канале меня озадачили, сказали: чувак, давай, у тебя вот финальная битва с Королевой Зимы, бери алтарь пламени. И все, не обсуждается и не обговаривается. Ну а я-то шо? Я, конечно же, только лишь за, и отказывается никоим образом. Ледяной трон. Наконец-то мы добрались, ресурсы почти закончились, и воины страдают от голода и истощения. Королева Зимы вызвала нас на последний бой. На этот раз мы заточим ее в темницу. С этого дня легенды будут слагать только лишь о нас, величественных воинах. Так, тебе удалось сюда добраться. Такой ты вот упырь наглый. Но как и Зиму, меня не остановить. Ну, все, в принципе, в основном босятины, такие, вот, знаете, дерзкие, в принципе, рассказывают, что нас не остановить, нас не победить, и вообще мы такие вот максимально мощняковые и вот величественные, поэтому, типа, зря вы сюда пришли, все равно вам будут гайки. Ну, на самом деле, Королева Зимы персонаж, ну вот, максимально не новый. То бишь, с Королевой Зимы знакомы еще с самой-самой первой части Kingdom Rush. Вот эта чука, она меня, конечно, всегда просто умиляла. И придумать такую фиговину чащу, это, конечно, надо уметь, на самом деле. Тогда сюда что-то, наверное, загоним. Хотя можно вот так вот сделать. Заморозить этих вот драгуров. Что у них, кстати, 202 здоровья, 69 урон и типа так, мощная магическая броня. Так, давайте мы, наверное, вот сюда вот вытянем Лао Элементаля, и, в принципе, вот продолжим решать вопрос с этими пупсами. Так, мне бы сейчас здесь подкрепленницы не мешало бы поставить, и, в принципе, вот Айскальдом добить эту вот мелкую такую заразу,
который на самом деле, ну такой, знаете, как этот основной, что ли, спам врагов, именно вот эти вот драукры. Так, тут подкрепление давайте поставим. Не глянул, кто у меня на второй волне. Суперохотник, 405, 10-12 урона. Опять-таки мощная маг броня. Но вот эти черти, они, конечно, проблемные именно в плане осколков, которых они, друзья, вызывают. Вот этих вот осколочков. И вот с этим вот, конечно, может быть беда, проблема на самом деле. Именно как раз осколки. Они так любят проскакивать в самый неподходящий момент. Так, давайте мы, наверное, заморозим. Так, Айскаль, давай, добивай, чувак. Добивай вот этого. Не хочешь? Давайте его сюда отправим, наверное, я думаю, он его. Вот так вот тут точно ушатает. Так, кстати, Айскальд обладает не самыми, скажем так, большими размерами, габаритами, именно если вот брать, ну, в отношении, да, там, драконов в целом. Так, да, Айскальда, наверное. Так, давайте прокачаем. Так, давайте заморозим, чтобы как бы особо мне никаких таких гранде проблем не вызвал вот этот вот морозный гигант. 1890 хп, 125-150 урон. Кстати, ну, такой довольно мощный перец, но, в принципе, мы с ним вот по красоте справляемся. Свет, мой зеркальце, скажи, кто прекраснее всех на свете. Вот ты, боженька, ты моя лапулечка. Так, ледяное сердце. 1350, 35, 45, ну никакой особой брони не имеет. Но опять-таки, друзья, он имеет определенную хитриночку. Вот этот вот ледяное сердце. После того, как мы его по красоте ушатаем, уберем, появляется, ну давайте покажите, вот такая вот мелкая говнюшечка. Так, а ну дайте классную, ледяная душа. И вот если вовремя эту ледяную душу не ушатать, то тогда, народ, вновь у нас вылезет вот ледяное сердце. И это уже неприятненько, на самом деле, неприятненько. Так, давайте поставим подкрепление, сейчас поставим подкрепление. Так, у нас выползают снежные големы, 3375 хпшечки и 60-120 урона. Тоже так не слабенько, я вам хочу сказать. Не слабенько. Так, давайте сюда, наверное, мы подтянем, если что, подтянем. Вот это заморозим красивенько. Удар душ сделаем, чтобы если вдруг что, ледяное сердце вновь у нас не вернулся в свой начальный образ и облик. Давайте сюда голема, наверное, нашего лавового элементаля такого вытянем красивенького. Горящий элементаль. 585 хп, 1943 урон. Ну, на самом деле, по мне, очень-очень даже не слабенько. Очень даже не слабенько. Так, давайте сюда. Давай. Так, этого мы убрали красивенько. Убрали ледяную душу. И теперь будем выносить вот этих вот мелких лапуликов. У Айскальда не только, ну вот, сами посудите, 66-98 у него магическая атака, 630 здоровья, с учетом того, что это дракон и довольно немного мобов, которые на самом деле имеют не то что дальнюю атаку, а возможность бить по воздушным целям, поэтому, ну, уровень жизни дракона не самое там, скажем, главное на большинстве локаций. Я там не имею в виду ДЛСки, например, особенно тот же самый Хаммерхолд, там, ну, прям люто-дико много мобов, которые действительно могут вот там дракона убрать, и это неприятно. Ну да ладно, не в этом как бы суть вопроса, да. Так, давайте мы, наверное, вот здесь вот поставим алтарь пламени, вот так вот прокачаем красивенько. Но урон 66-98, это прям, ну, восхитительно прекрасно, я не знаю, это замечательно, при том, что он имеет довольно быструю атаку, то есть время перезарядки, ну, минимально, удар по площади, то бишь у него вот атака имеет удар по площади, и каждый из его скиллов довольно быстро перезаряжает. Давайте здесь, наверное, тоже голема вытянем, друзья, давайте голема вытянем нашего лавового элементалика, чтобы у меня была хоть какая-то определенная задержка.
И притом он своего рода наносит тройной удар. Вот он замораживает землю, он потом создает вот такие, да, там как бы это сталактиты ледяные. И в концовочке, как в фаталити, выпускает снежный ком. Это прям, ну я не знаю, это пушка-ракета. Пушка-ракета. Так, давайте сделаем. Пусть выйдет побольше этих пупсиков. И потом, если вдруг что, будем уже немножечко замораживать. Вот то, что, в принципе, я говорил касательно врагов, которые имеют возможность бить по площади, это ледяная ведьма. Ну, наверное, на то она и ведьма. Потому что вот, имеет такую вот возможность, имеет, скажем, не знаю, как подобрать слово, вот ее умение, да, так валить, бомбить по воздушным целям. Так, давайте здесь, наверное, поставим тоже красивенько сюда. Так, давай, Айскаль, давай, накидывай. Давай мы уберем эту ведьму, по красоте уберем. Так, хорошо, давайте вот здесь, вот сюда, наверное, подгоним. Айскаль, да, так, он сейчас вот поможет мне ушатать вот этого пупсика. Так, хорошо, красивенько все сделали. На самом деле алтарь пламени восхитительная башня. Тоже довольно прекрасная, мощная и обладает хорошим, хотел сказать, уроном 8-8. А я, кстати, не помню, делал я обзор на эту башню или не делал. Ну да ладно, такие важный сейчас аспект в этом прохождении. Но в целом башня прекраснейшая. Она имеет довольно интересные навыки и способности. То бишь, помимо лавового элементаля, есть вот возможность ослабления врагов. Плюс есть хорошее вот истинное пламя. После каждой обычной атаки остается лужа лавы, которая замедляет врагов при контакте. И это на самом деле тоже очень-очень-очень такая неплохая способка. Так, хорошо, давайте мы, наверное, вот сюда. Так, тут у нас пошел ледяной жнец. 607 здоровья, 25-35 урон. Ну, у них практически у каждого, друзья, магическая броня. Кстати, если будете проходить первые этапы, еще вот до появления Айскальда, то бишь там теми героями, которые у вас имеются, рекомендую брать на прохождение склеп с привидениями. Замечательная башня в плане ну, своей универсальности и определенных способностей. То бишь башенка, которая и, ну, там, скажем, не берем ее основной урон, то бишь есть возможность задержки в виде горгулей, но есть прелестнейшая вещь в плане вселения душ, и вот эта вещь на самом деле во многих моментах прохождения этих локаций спасает, потому что когда идет довольно мощный враг, вселив в него душу и на некоторое время взяв его на нашу сторону, да, он довольно-таки замечательно помогает вот в сдерживании и в уничтожении тех же самых мощных плотных танков, тех же самых морозных гигантов там, ну или друидов. Тоже, кстати, такие вот, ну, гнусненькие пупсики берут и мои башни бессовестные замораживают. Так, что это у нас, кстати? О, 10-я волна! 10-я волна! Ничего себе. Так, давайте, наверное, вот сюда мы алтарь пламени поставим алтарь пламени. Вот сейчас вот еще будет один голем. Можно, конечно, его фигануть ракеткой, но да ладно, зачем? Монеточек жалко. Жалко монеточек. Я, может быть, лучше прокачаю себе башенку. Так, хорошо. Давайте мы сделаем так сюда, наверное, мне бы голема не мешало вытянуть. Так, давайте здесь сейчас мы этот фланг почистим Айскальдом. А теперь мы сделаем вот сюда мы, наверное, Айскальда загоним красивенько. Сюда загоним Айскальда. И здесь, наверное, друзья, мы с вами тоже выставим алтарь пламени. Так, хорошо. Так, тут, в принципе, я думаю, сейчас Айскальд с этой массовочкой порешает. Вот это лещи, конечно, раздает, чувак. В принципе, 150 урона, ну, не хиленько, вопросов нет.
Давайте сюда мы, наверное, Айскальда добьем этого нашего морозного гиганта. Теперь вот ушатаем по красоте и вот этого вот снежного голема. И, в принципе, вот, встречаем следующую волну. 11-я волна. Вы сами, друзья, видите, насколько Айскальд мощно решает вопрос с прохождением этого этапа. Ну, прям, я не знаю, играть этим драконом одно удовольствие. Просто восхитительно. Сын Джакулы на минуточку. То есть, ну, я думаю, что представлять Джакулу, ну, никому не надо, да. Все, в принципе, помнят эту драконишу, с которой вот нам приходилось сражаться. Вот опять он взял и заспавнился, это ледяное сердце. Мне не удалось, как-то не успел ушатать вот этих вот меленьких говнючков, вот, которые вот пытаются все вот так вот прорвать. Так вот, да, это еще на гномьих локациях мы, в принципе, с Джакулой имели возможность встретиться, как бы, и пободаться, как бы, и посражаться. Такая вот величественная дракониха, которая своего же сына, вот, скажем так, наследника престола, да, величественного дракона Айскальда заточила в снежные ледяные пучины, потому что сам по себе Айскальд это дракон с характером, то есть, знаете, такой тинейджер, который вообще, ну, ни в какую не слушает родителей, у него свое видение жизни, у него своя философия, у него как бы вот, ну, свои идеи, и вот, вот что значит, когда родители порой не прислушиваются и, скажем, не понимают своих детей. Вот могут происходить вот такие вот проблемки, когда приходит Везнан и предлагает вот дракону именно то, что тот хочет получить. Давайте сюда подгоним Айскальда. Так, хорошо, по красоте. Так, давай, Айскальд, давай, ушатуй. Чего там, не достаешь? Нету. Хорош, молодец. Так, хорошо, давайте этого добили. Здесь давайте удар душ, наверное, сделаем. Алтарчик прокачаем. Вот это я тут понаставлял, конечно, алтарей пламени. И, в принципе, я думаю, что это количество вот этих вот таких магмовых кипятильников точно повысит градус на этой локации, как по мне. Так, давайте сюда, наверное, Айскальда подгоним сюда Айскальда красивенько. Давайте здесь, наверное, еще алтарь пламени выставим. Для большего комфорта и удобства. Так, 13-я волна, друзья, 13-я волна. Здесь вот у меня еще двое стоят снежных големов, 2 снежных голема. Я думаю, что одну башенку алтаря сюда вытянуть и, ну, хватит головой. Да, наверное, мы так давайте и сделаем. Ну, вы, в принципе, сами наблюдаете. 13-я волна, по большому счету, какой-то такой гранды проблемы по отыгрышу этой локации. Именно вот этой подборкой. То есть вот Айскальд во главе и ему в помощь алтарь пламени. Ну, проблем никаких абсолютно. То бишь, вот, как я хотел, скажем, релаксануть, да, между большими проектами, вот у меня на самом деле эта вещь и получается. Просто вот в удовольствие от души отыгрываю эту локацию. Потому что до того я делал челлендж с лучниками Альянс, основную кампанию, и элитку, и вот в Альянс я на самом деле наигрался, друзья, вот с головой наигрался, и пока я думаю, что вот, пауза мне прям необходима. Давайте сюда. Этого вот, ага, не тот алтарь подсуетил. Так, здесь мы мне тоже не помешало бы вытянуть. Так, этот у меня не дотянет, этот у меня не дотянет, этот меня не... Да, мы вот так вот сделаем, наверное. Вот так сделаем. Айскальда сюда подтянем. Вот так давай, добьем его ударом душ. Так, Айскальд, давай, мой хорошенький, давай. Разбирайся. Так, давайте вытянем элементаля. Так, чувак, давай, не с той сторонки, присоединяйся к своему братюнчику и ушатуй этого вот пупсика. Снежный голем. Чем-то похож на анкилозавра. Вот я не знаю, вот у меня прям видение и образ именно в первую очередь вот этого динозаврика. Ну, интересненько. Так, что у меня...
Монеточек нету. Так, давайте вот так мы сделаем. Заморозим. Так, давай, Айска, давай. Давай, красивенько. Так, вот, что они этого не могут никак убрать? Бьют и бьют. Так, давайте этого, наверное, вот так фиганем. Так, да, тянем. Так, давайте этого тоже лупанем. Это какие-то они аж прям чересчур мощные выходят. Так, это вот сюда. Так, этого тоже фиганем по красоте. Тушек этих вот размочил. Это, кстати, у меня 15-я волна. Фига себе. Так, давайте вот здесь вот немного прокачаем. Легонцовенько. Так, давай, подгоним. Так, в принципе, можно было бы еще сюда поставить башенку. Но давайте мы вот так сделаем. Лава. Ой, класс, озвучка восхитительная, что Айскальда озвучка восхитительная, что вот этой вот башенки алтарь пламени прям, ну, я не знаю, огонь, огнище просто, вот, я не знаю, мне очень нравится. Когда буду делать видео с репликами героев Ведженса, а я его реально планирую, как бы это, скажем, не звучало, там, не знаю, по длинному, да, там, долгому проекту. Но это у меня в планах такой есть. Правда, Origins сперва надо закрыть, а потом уже Vengeance. Но думаю, что доберусь. Узрите, смертные, зима пришла. Так, давай, выезжай сюда, выезжай, королева зимы, выезжай. Вот это она так фиганула нормасненько. 5400 здоровья, 150-300 урон, не имеет никакой, друзья, брони. И на самом деле после, скажем, после Альянса и босятин, которые по 22 тысячи хп, имеют там 16, да, то есть это вообще бомжары такие вот элементарно, там 17200, 16600, то 5400, да вы серьезно, ну это же прям вообще, я не знаю, детский лепет. А вот ушатаем королеву зимы, я думаю, просто на изи. Так, давайте вот так вот мы сделаем, вот. Да она у нас даже, наверное, до перекрестка не долетит. Убираем хламину прям. Тает на глазах, друзья, тает на глазах, просто королева зимы тает на глазах под воздействием нашего вот алтаря пламени величественного. Так мы сделаем. Больше, чем легенда. Победите королеву зимы. 3 звезды, друзья. Спасибо огромное за внимание, спасибо за поддержку, спасибо за прекрасные идеи прохождения тех или иных кампаний. Благодаря вам мы эти видео делаем максимально интересными. Ну и спасибо за времяпрепровождение. Я душу отвел и теперь могу приступать к более серьезным проектам. Берегите себя и да пребудет с вами сила. Па-па.